предлагаем вам сегодня посмотреть фильм. И вот этот фильм, он необычный. Но я ничего не чувствую, правда. Так что, вы мертвые? О каком боге можно говорить? Какого такого просветления вы ищете, когда просветление случается в сердце? Такое ощущение, что у меня сердце вот сюда переместилось. О, сердце появилось! Уже разрушится вся ваше представление о вашем просветлении и благой жизни вашей. Показали мои книги, так как он мужчина говорит, а я люблю мертвых авторов. И чтоб академик был, понимаете? Академик и мертвый. Дело в том, что, как правило, люди смотрят фильмы для чего? Чтобы получить какое-то развлечение, чтобы узнать что-то новое, которое на самом деле, скорее всего, является старым. Ну, в общем, очень много всяких причин, но все их можно свести к следующему. Это способ, в общем-то, уйти от самого себя. То есть огромное количество разных способов уйти от самого себя. Пойти на футбольный матч, начать читать книжку, слушать кого-то, смотреть телевизор, читать газету. То есть у каждого человека огромное количество способов, которые он называет жизнью. Но вот все это, на наш взгляд, способы уйти от самого себя. Я вот страдания. А сейчас выясняется, никакого страдания у русского человека нету. Русскому человеку все хорошо, он слушает русское радио и понимает, все хорошо. То есть уйти от самого основного вопроса, который есть в каждом человеке. И этот вопрос таков: кто же я на самом деле? Кто же я на самом деле? Кто вы? Очень интересный вопрос. Каждый человек считает, что он знает, кто он. И поэтому этот вопрос практически не задается. Он мужчина, он женщина, у него есть фамилия, у него есть семья, у него есть родители, у него есть работа, он член каких-то обществ. Все это есть, но это ли вы? Или вы кто-то другой? Вот на самом деле, что объединяет всех людей? Есть ли что-то такое, что объединяет всех людей? Все 6 миллиардов людей, живущих на этой земле сейчас. Как вы считаете? А если есть, то что это? Смотрите, вскоре различные люди даже в пределах одной национальности. А если мы возьмем разные национальности, то кажется, что они совершенно различны. Но на самом деле есть то, что объединяет всех людей. И это страдание. Страдание. Это состояние неудовлетворенности. Даже если у вас есть состояние удовлетворенности, то они, скорее всего, временные. Я спрашиваю, есть ли у вас страдания, иначе от чего страданий? Так есть страдания. А зачем я здесь? Так если что бы у же меня вы не не говорите, было? что у вас есть страдания? Может быть, не судья, может быть, я не чувствую. Судья, и вы радости. хотите их чесать, и вы их чашете. Вот ваша проблема. Это чесание вашего зуда. Страдания. Но вы не признаетесь в этом страдании и продолжаете чесать и чесать. И дальше возникает некое состояние неудовлетворенности. Именно оно толкает человека на то, чтобы стать более успешным, более здоровым, более богатым, ну и все остальное. Кстати, вот к чему оно толкает вас. Но к чему бы оно вас не толкало, оно есть. И это состояние неудовлетворенности. Если мы пойдем дальше и будем смотреть, что это за состояние неудовлетворенности, то мы увидим, что оно переходит чаще всего в осуждение и вину. Или в раздражение, неприязнь, отчужденность, состояние одиночества. Бывали ли у вас такие состояния? Наверняка бывали. Так вот, в чем же причина всех этих состояний? Почему они возникают у каждого человека, где бы он ни жил, в
в какое время, в каком месте и кем бы он ни был, президентом или бомжом, домохозяйкой или бизнесменом. Они есть. Так избавиться хочется очень от этого страдания. Но нам страшно сейчас сказать, это больно, блин, об этом говорить. Я есть страдание. Вы и есть страдания. Именно об этом я вам и говорю. Но вы можете чувствовать страдания, а не говорить об этом. Я знаю на собственной жизни очень хорошо это. Не пройдя это, не могу говорить об этом. Но пройдя это, могу говорить это. Так вот, основные проблемы, которые возникают у человека, и можно назвать это проблемами жизни, эти проблемы связаны именно вот с этим состоянием страдания, боли, страха. Причем интересно, люди привыкли жить в страхе. Это вот как хронически больной, который чувствует на самом деле довольно большую боль. Но он привык к ней, и ему кажется, что ее уже нету. Вот то же самое касается людей. Они чувствуют это, они чувствуют страдания, они чувствуют страх, но они привыкли к нему, они считают, что ничего, в общем-то, кроме этого нету, поэтому они адаптируются к этому. Но само это состояние присутствует у каждого. Никто и не хочет чувствовать ни черта. Да ерунда это все. Не хотите вы, потому как вы боитесь. Боитесь. Вот я вам показываю на своем живом примере. Путь просветления. Путь очень сильного страдания. Вся моя жизнь огромное страдание. И именно через это страдание я выхожу к видению. Так в чем же причина этих состояний? И являемся ли мы теми, кто и должны жить в состоянии страха? И другого не дано, или есть что-то иное? Это вопрос. И может быть это самый важный вопрос.